Ну и вот все, что осталось от нашей кухни. Куча металлолома, который завтра отвезем, сдадим. Неровная площадка. Вывезли таких, сколько, 9 пока телег. Друзья, мы сейчас ездили в Ставрополь, забирали вещи свои из деловых линий, коробки. И на обратном пути едем за собакой. Нам нужна собака. Берем щенка алабая, 2-месячного, девочку. Окрас мне очень... метров. Поверните направо. Окрас мне очень понравился. Коричневый. Там еще белый был, есть точнее, и черный с белым. Но мне понравился именно такой цвет медвежонка. Сейчас мы ее заберем, и вы его увидите. Поверните направо. Продолжаем нашу эпопею «Жизнь на хуторе» в Краснодарском крае. Мы уезжали в Москву на неделю за вещами. Много чего произошло. Снесли дом, старую кухню летнюю. И уже выкопали фундамент под новый. Дом будет небольшой, всего одна комната, кухня и санузел. И будет большая веранда. На месте старого дома мы сделали фундамент. Скоро будем заливать. Еще будем делать погреб под кухней, потому что без погреба в деревне жить невозможно, негде хранить урожай. Дом планируем строить из газосиликатных блоков. Они стоят недорого и проще их класть, они большие. Мы уже заказали блоки, должны привезти откуда-то из Гулькевича, по-моему. Там дешевле с завода получается, чем брать здесь на рынке. Огород наш не растет, к сожалению. Каждый день у нас идут дожди. Позавчера был ужасный ливень с градом. Я вставлю видео, посмотрите. Здесь текли реки. Все было в грязи. С огорода вся земля текла вниз через наш участок. Было что-то страшное. Помидоры чахлые, никак не хотят расти. Огурцы получше, правда, да, получше. Вот это я рассаду сажала, они уже подросли. А это я семена сажала 2 недели назад. Они тоже, нужно рассаживать, но грязь, опять же грязь, вот на огороде ничего не сделаешь. Здесь, с этой стороны, помидоры вообще дохлые. Не знаю, будут ли они цвести и плодоносить. Посмотрим. Вот, кстати, у нас смородина уже скоро будет красная. Уже краснеет. Скоро будем собирать смородину. И вишни вон. По-моему, тоже красненькие уже. Ну, хоть так. Капусту сожрала какая-то нечисть, которую я травила. Вроде бы они подохли, но листья попорчены. Вот такая вещь произошла. Вот такая. Неделю нас не было, огород зарос. Полоть сейчас очень тяжело, потому что земля влажная. Ну, много грязи, конечно. Лук побил град у нас.
Вот он поломанный. Перцы вроде живые, но тоже какие-то чахлые. Зашла свекла, которую тоже побил град. Вот она вся поломана. Листики. Зашла картошка. Картошка нормальная. Нужно скоро полоть и окучивать. Это фасоль. Фасоль растет лучше всех. Еще у нас появилось чудище, которое будет охранять наш дом. Это алабай, двухмесячный щенок. Зовут Альма. Да, Альмочка? Скажи привет. Привет. Это наша кухня. Потому что старую мы снесли. А готовить где-то надо. В доме не хотим разводить сырость. Поэтому готовим на улице и кушаем здесь же. Вот это чудовище мы сажаем на цепь. Потому что она хулиганит. У нас фундамент. Она прыгает в кучу с землей и начинает кататься там. Мы боимся, что она упадет в яму и сломает себе лапы. Поэтому приходится ее пока сажать на цепь вот здесь. Ну, так мы ее отпускаем, конечно же. Она бегает по участку, потому что ей надо расти. Правильно, моя хорошая? Ну, приходится привязывать, потому что она хулиганка. Очень любит копаться в грязи и рыть ямы всякие. Да? Готовим ужин себе и собаке. Себе жареную говядину, а у собаки будет каша с говяжьей обрезью. Нож у меня тупой. Муж обещал поточить. Посмотрим. Альма, сейчас будешь кушать скоро. Погода у нас плохая. Каждый день идут дожди. До обеда жарко, градусов за 30, наверное. Работать невозможно, что-то делать. После обеда идет дождь, уже грязно и мокро. И вот сколько, уже неделю, наверное, такая погода. Позавчера вообще был град. Сделали мы интернет, себе провели. Усилитель поставили на интернет. И усилитель сотовой связи. Отдали много денег. И что вы думаете? Монтажники уехали, интернет у нас пропал, Wi-Fi. Связь кое-как, Теле2 в доме ловит 2 палки. Мы остались без связи. Отдали сколько? 30 тысяч мы отдали за интернет и за связь. Монтажники сказали, что что-то с вышкой. Ну, нам от этого не легче, конечно. Потому что без связи, вы сами знаете, очень сложно. Я себе купила симку Теле2, чтобы звонить. Решили попробовать эту симку поставить в модем. И произошло чудо. Появился интернет, Wi-Fi, ну какой-никакой, там меньше 10 мегабит в секунду, но он есть. Вот завтра поедем, если открыт офис Теле2, купим себе симку чисто для интернета, попробуем. Может быть, будет работать. А пока готовим ужин. Вкусную говядинку. Кстати, говядина здесь очень вкусная. Я покупала. Магазин есть. Ну, люди, видать, свое мясо продают. Курицу, свинину и говядину. Говядину долго не нужно не тушить, не жарить. Очень мягкая. В Москве такой говядины я не видела. Сейчас мы ее пожарим, и она уже будет мягкая и вкусная. Как-то так. Да, мы, кстати, покупали, когда ее. Мясо было очень темное, я подумал, жесткое. А на самом деле оказалось очень вкусное и мягкое. Да. У нас такой говядины, конечно, нет. В Москве такой нет говядины, это 100%. А здесь у нас варится рис. Будет вкусный ужин. Да, будет вкусный ужин у нас. А это будет каша собаки с обрезью.
Каша 4 злака и говяжья обрезь. Кормим мы собачку сейчас 3 раза в день, потому что когда мы ее забрали, она была очень худая, у нее торчали кости, невозможно было смотреть. Поэтому мы решили ее откормить, но тем более она растет, поэтому пока 3 раза в день подрастет, будем кормить 2 раза в день уже. Ну, дитё надо откармливать. Народ, приезжал сосед сегодня, пасечник, и угостил баночкой меда. Мед у нас какой? Акация. Акация. Вот такой светлый мед. Ну, довольно вкусный. Необычный вкус. Я такой еще не пробовал. Мы заценили Да. соседский подгон. Чем-то он мне даже напомнил занзибарский. А мне напомнил мед из Кахетии, который Да, мы а мне привезли. Занзибара больше напомнил. Но мед вкусный. Да. Спасибо соседу. Лес здесь очень дорогой. 12 500 рублей за 1 куб. Это на опалубку мы купили доски и цемент. Еще привезли щебень и песок. А вот это собакин дом будет. Но это временное сооружение. Потом, конечно же, мы ей будем делать вольер, чтобы ей было комфортно и свободно. Ну, в общем, что еще интересного произошло у нас? Ну, в принципе, ничего. Если не считать сноса дома, стройки, поездки в Москву туда-обратно. 1500 километров туда, 1500 обратно. Обратно мы ехали с котом, со своим лысым, с Максом. Нормально, в принципе, доехали. Он всю дорогу себя вел хорошо. Думали, будет сложнее. Ну, в общем, пока все. Будем снимать дальше. Подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки. Пока.